Бом джия, мама и папа, ну и все остальные наши зрители. Мы наконец добрались до Рио, столицы карнавала, бесконечной ночной жизни и невероятно вкусной еды. Так нам говорили. А еще нам говорили, что здесь тебя могут убить просто когда ты выйдешь на улицу и, не дай бог, ты попадешь в плохой район, особенно после заката. Но в этом выпуске вы все и увидите, как живет настоящий Рио-де-Жанейро. И отправляйтесь вместе с нами в это удивительное и насыщенное контрастами путешествие. Настоящих всей... Você está gostando? Bom dias, cariocas, как говорят у нас в Бразилии. На самом деле мы сняли такую просто невероятную квартиру, ну, всю уже засранную нашими вещами. Просто посмотрите на этот вид. Это просто Манхэттен. У нас вот плитка вот на стене есть. Но самое интересное, помимо того вида на Манхэттен, ну, во-первых, вот здесь есть вид просто на историческую застройку, хотя, мне кажется, здесь все это историческая застройка. Но, ребята, ради чего приезжают люди в Бразилию, вообще в Рио-де-Жанейро? Конечно же, чтобы получить благословение от Иисуса. И он у нас просто в окне стоит. Сейчас он скрылся немножко за облаками. Рио-де-Жанейро, или по-русски Январская река. Хотя никакой реки здесь нет. Португальцы в 1502 году по ошибке приняли залив Гуанабара за устье реки. Ну что ж, географы из них так себе, зато за следующие 300 лет они превратили Тихий рай, в котором спокойно себе жили индейцы Тупинамба, в ключевой порт для сахарного и золотого экспорта. Золото из Рио шло прямиком в Европу, делая город важнейшим звеном колониальной торговли, а заодно и превратив его в крупнейший центр работорговли в Южной Америке. Все изменилось в 1808 году, когда португальский принц Жуан VI упаковал корону, а заодно и весь королевский двор численностью 15 тысяч человек, и сбежал от Наполеона на пляже Копакабаны, опасаясь французского вторжения. Представьте, как местные удивились, когда их порт вдруг стал столицей португальского королевства, единственной за пределами Европы. Рио быстро преобразился, появились театры, университеты и даже королевская библиотека. Но уже через 13 лет король вернулся в Европу, и через год, в 1821 году, Бразилия провозгласила независимость. Город развивался, строились дворцы, порты кипели, а на пляжах уже тогда зарождалась самбо. В 1960 году столица переехала в город Бразилия. Политики решили, что это лучше, чем стоять в пробках Рио. Но Рио ничего не потерял. Сейчас мы прокатимся на лифте, но знаете что? Очень удобно, что нам не придется нажимать кнопку, лифт поедет сам. Реально, вот с первых моментов чувствуешь здесь себя не так безопасно, как в Сан-Паулу. Не знаю почему. Здесь вроде бы более человый такой вайб, атмосфера, но нет такого ощущения, что местные вообще хоть как-то к тебе дружелюбно настроены. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Это только первое утро. Вот мы зашли позавтракать. Ну и, кстати, с этим большая проблема. Во-первых, потому что никто не говорит по-английски. Во-вторых, какая-то местная еда непонятная. И в-третьих, просто найти заведение тоже очень сложно. Вот так выглядят местные забегаловки. Их очень много. Они на каждом шагу, везде ходят бездомные, пристают. И вот, кстати, в отличие от Сан-Паулу, бездомные здесь просто пристают ко всем. Собор Святого Себастьяна, или Новый собор Рио, как его называют местные, находится в деловом центре города на площади Республики. Он представляет собой усеченную форму конуса, которая, как несложно догадаться, очень напоминает пирамиды Майя. Собор имеет высоту в 75 метров и в самые насыщенные дни может вместить до 20 тысяч верующих. Такая необычная форма символизирует стремление верующих к Богу и равенство перед Ним, а сам собор построен в стиле минимализма и модернизма. Это реально вот, очень круто. Ты просто смотришь в камеру, оторвись от нее, но это нереально. Я не ожидал такого какого-то монументального ощущения. Здесь реально мурашки идут по всему телу
от простоты, от этого минимализма, который использован в интерьере. И вот эти 4 витража, которые расположены по длине окружности. И вместе они образуют крест на потолке, который и символизирует единство всех верующих христиан. Здесь внутри также установлено несколько статуй небольших и алтарей, посвященных местным святым, в том числе и статуя святому Себастьяну, который изображен пронизанным стрелами, как великомученик и покровитель Рио-де-Жанейро. Это реально рупор Господа. И я просто не знаю почему, но этот рупор передает эти вибрации, и у меня все тело вибрирует вот все время, что я хожу по собору. Я не знаю, связано это с тем, что меня какие-то жуки покусали. И такое ощущение, вот знаешь, складывается, что вот эти ячейки, из которых вот основные стены храма сделаны бетонные, как будто там вот послание какое-то для каждого можно найти, как будто это какая-то божья почта. Но это место стоит того, чтобы сюда приехать как паломник просто, даже католический, даже если вы не католик и не паломник. Просто приезжайте посмотреть, как христианская вера, какой разной она может быть. И это вдохновляет. Я бы очень хотел, чтобы моя мама здесь побывала, мой папа, мои близкие люди. Мы гуляем по центру Рио-де-Жанейро, и мы в районе Лапа находимся. На самом деле, во всех путеводителях арки Лапа, как называют этот акведук местные жители, а на самом деле он называется официально акведук Кариока. И вообще исторически это была достаточно болотистая местность, и воду вручную доставляли из рек и ручьев. Поэтому в 18 веке был разработан большой водостроительный проект, и акведук позволил доставлять воды, фонтаны по всему Рио-де-Жанейро, доставлять питьевую воду. Сегодня акведук уже своей первоначальной функции, конечно же, не выполняет, но акведуку нашлось место в современном Рио, и сегодня это часть, по которой ездит невероятно романтичный трамвайчик и доставляет вас в район Санта-Тереза. Ну а другая романтическая часть – это то, что это кров для местных жителей, ведь в Рио у каждого есть место под солнцем или под акведуком. В 2016 году в Рио проходили летние Олимпийские игры, и правительство города сделало много новых инфраструктурных проектов, отделило фавелы и, в принципе, провело большую социальную работу, что привлекло в город большое количество туристов, и сегодня мы с вами можем здесь прогуливаться относительно безопасно. Мы на лестнице Хорхе Силарона, одной из основных точек притяжения туристов в Рио-де-Жанейро. Это яркое место на протяжении уже многих десятков лет является неотъемлемой частью жизни и местных жителей в том числе, потому что если вы хотите попасть в район Санта-Тереза, это один из легких путей сделать это. Лестница представляет из себя 215 ступеней, но история этого места куда примечательнее, чем оболочка. В 1980 году Хорхе Силарон, малоизвестный чилийский художник, переезжает в непримечательный район Лапа в Рио-де-Жанейро, селится на этой лестнице и решает посвятить свою жизнь оформлению этого места. Первые деньги, вырученные из продажи небольших изображений беременных женщин, а иногда и себя в роли беременного мужчины, Хорхе Силарон тратит на покупку плиток и изразцов, которые украшает, расписывает и начинает выкладывать в этом месте. Постепенно это место притягивает к себе толпы туристов, журналистов, и Силарон становится известным. Сегодня мы можем видеть здесь образцы практически из каждой точки мира. Интересно, что Силарон заявлял, что он будет работать над этой лестницей до конца своей жизни. Так и вышло. В 2013 году тело художника было найдено здесь, в центре лестницы Силарона. По неподтвержденным данным, это было самоубийство. Так по-родному сразу чувствуешь себя. Как дома. Как дома. Это... Почему она разбита, я не понимаю. Какие вандалы это сделали? Да, я что-то не нашел ничего другого российского.
Мне кажется, просто плохо мы искали. Во-первых, половину плиток перекрыта жопами бразильскими, которые сидят. Тут 3 Аляски, тут 3 Нюрнберг, Тут одна есть даже Африка. Огайо. Но мне кажется, что вот мы где-то близко. Ты это заснял? 3 сантиметрах. Полегчало сразу, потому что чувствовалась какая-то дискриминация. Привет, роднулька. Ну что, целуй. Я на самом деле поймал себя на мысли, что я реально завидую таким людям, как Хорхе Силарон, которые в нашей бренной жизни находят призвание всего своего бытия и, непрестанно ему следуют. Но мне кажется, вот это же история всех гениальных людей, да, которые вот увлечены чем-то одним. Удивительно, что красный свет и нас не сбили. Сори, por favor, дискульпу, зеленый. Я бы очень хотел тоже, чтобы я вот, например, лично в своей жизни понял, какую лестницу Силарона для себя я бы выбрал. Я пока еще вдохновлен смертью Силарона. Смерть — это так романтично. Прикинь, на лестнице. Голым нашли его. Не делайте так, это опасно для жизни. Я имею в виду путешествовать по Бразилии. You like Brazil? Вообще, конечно, побывать в Рио и не подняться на Корковадо и не посмотреть на статую Христа — это грех. сблизи — это грех. Мы показываем вам вот этот обрыв, вот он. Ну, ты просто падаешь в бездну, если вдруг поезд сходит с рельс. Ну, короче, отсюда уже чувствуется мощь, конечно. Чувствуешь себя вот как будто в моменте. Вот ты шел сейчас по этой лестнице, задыхаясь. Увидел спину Иисуса и почувствовал себя ничтожеством каким-то. Ну, клянусь. Прикинь, это самый большой Иисус в моей жизни. Нет, но он точно не будет больше Иисуса, что в твоем сердце. Это правда. Хорошо. Гора Корковадо — это 710 метров над уровнем моря. И сама статуя Христа имеет высоту 30 метров, плюс 8-метровый постамент, на котором она стоит, и размах рук 28 метров, что, в принципе, делает идеальную форму католического креста. Не, ну это класс. Да, мы еще даже не дошли до Иисуса, но я вам уже скажу. Приезжайте на Корковадо, посмотрите на Иисуса, на главный символ южного полушария. Я люблю тебя, Иисус. И мы наконец дошли до Иисуса, и вот он, прямо за моей спиной, главный символ всей Южной Америки. В 1850-х годах зародилась идея создать какой-то новый культовый религиозный символ для Бразилии. Вообще, если вы не знали, Бразилия — это самая религиозная страна в Южной Америке. Очень долго обсуждались разные проекты, и только в 920-х начал реализовываться проект по строительству. В Париже была заказана форма Иисуса, и с 1926 по 1931 год шло строительство этого главного символа католицизма, не побоюсь этого слова. В 2007 году статуя Христа Искупителя была внесена в список новых чудес света, обогнав в конкурсе Мачу-Пикчу и Великую Китайскую стену. Я думаю, оправданно. Реально, вот этот эффект, когда ты смотришь на статую снизу вверх, и вот эти проходящие над головой Иисуса облака создают такой эффект параллакса, и какая-то мистическая живость обретается у Иисуса. Ну и, конечно, народу здесь больше всего. Здесь прям первое такое место, где я вот прям почувствовал, что я все-таки турист, а не исследователь. Или кариока. Да, я все-таки больше кариока, чем турист. Мы, наконец, нашли главную бразильскую сладость бригадейра. Это шоколадный десерт, который состоит из шоколада. Короче, какой-то шоколадный шарик, я не углублялся, вот сейчас будем пробовать. The brigadeiro is a candy heavy here in Brazil, and the recipe is a condensed milk and fragments of chocolate in the top.
This have a 50% the cacao here. Oh, it should be really good, yeah? Yes. Let's try. If you like the dark chocolate, this is the. Oh, it's dark chocolate. I like it. Yeah. Это сгущенка, только черная, с горьким шоколадом. Это класс. Белезо. Но больше одной такой конфетки это очень сложно съесть. Она очень сладкая. Куплю себе одну еще, пожалуй. A little longer than a few minutes later. Мы стоим в очереди. Трамвайчик, который должен ездить каждые 20 минут. К нам до сих пор не приехал спустя 40. Народ тут стоит, там же очередь собралась еще длиннейшая. Much later. Как вам впечатление от стояния? Мы стоим уже порядка 1,5 часов. Many unbearable hours later. Будешь им Что у нас? всегда. Мы сели в маршрутку, как было в моем детстве. Заплатив за трамвайчик 2 стороны, в итоге мы прокатились только в одну сторону за огромные деньги. Обратно мы едем на обычной советской маршрутке. Это Мерседес, мистер. Ну зато прикольно, зато видовые места. Мы едем. Porque todo mundo diz que são favelas. É muito arriscado porque o tráfico ainda It's very risky because drug trafficking still takes over these favelas. tem isso, acabou morrendo baleado. Типа какой-то японский мужчина пошел в эти фавелы, его застрелили. Была война в фавелках, и его просто застрелили, и он просто гулял там как турист. Люди, поняли, что вообще, в принципе, это не очень безопасно делать туризм в фавелах. Я могу вас оставить только, за несколько сотен метров. Я не могу входить. Нельзя туда подниматься мне. Я не хочу умирать. Прям умирать? Мы даже как таксисты туда стараемся не ездить. Даже те люди, которые хотят, Uber обычно не принимает поездки в эту фавелу. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it. Мы в фавелах. Мы сейчас в фавеле Видигаль. Она считается самой туристической фавелой. Но, честно говоря, вот мы вышли из такси, и, я не знаю почему. Может, потому что нам рассказали, что 2 года назад здесь застрелили туриста. Здесь вообще как-то все по-другому и страшно. Я не ожидал. Полиция стоит только на въезде. С другой стороны, может быть, не такой страшный черт, как его малюют. Я предлагаю немножко прогуляться по фавеле Видигал. Вообще, этой фавеле уже порядка 70 лет. Как и во всех фавелах, здесь начали рабочие селиться, которые не могли позволить себе жилье в центре, а строили вот эти кустарные дома. Здесь, в этой фавеле, проживает по подсчетам от 10 до 15 тысяч человек. Никто до конца не знает, потому что, понятно, переписи никакой нет. Вообще, каждая из фавел живет по своим правилам. Между ними постоянно случаются какие-то перестрелки. Местные фавельщики, люди, которые здесь живут, предложили нам экскурсию. А вот здесь, просто какой-то невероятный вид на залив. Очень странно смотрят все на камеру. Да, здесь есть туристы, но их мало. Но, конечно, это просто путешествие какое-то невозможное. Вроде бы ребята настроены достаточно нормально, тепло. Вообще, если честно, я немножко в шоке, потому что мы сейчас ехали по кварталу, там собирали калаши, всякие разные другие виды оружия, продавали наркотики, делали их. И сейчас там нельзя было снимать, поэтому мы поднялись на смотровую. И здесь можно снимать, прикольно очень, но очень страшно. Я сейчас об этом рассказывал, что это пиздец просто. На самом деле про фавелу можно сказать, что... я помню свое детство в провинциальном райончике в Волгограде 20 лет назад. И очень много схожих вайбов, когда просто дети играют на улице с первыми попавшимися предметами, потому что родители не богаты и, в принципе, много чего недоступно.
И вот здесь, честно говоря, фавелы, как бы это странно ни прозвучало, они напоминают мое какое-то детство, что ли. Потому что в России 90-х тоже было очень много криминала, очень много непонятного, все могли делать все, что хотят, много чего было недоступно. И вот фавелы для меня это тоже какие-то рефлексивные воспоминания. Может, поэтому мне здесь так и нравится. А еще мне нравится, что здесь открытые и простые люди. Нифига они не страшные. Окей. Peace. О, dos cervezas, dos colas. Говорит, что по кредитной карте будет комиссия. Ну, как и везде это бывает. Пока что я как будто бы в фильме «Форсаж», где вот они собираются, семья. Знаете, Рио не перестает удивлять. Да, здесь есть свои проблемы, но даже здесь, в фавелах, ты чувствуешь себя просто человеком мира. Посмотрите, как местные переделали свое криминальное прошлое, создавая такие туристические места, где вы можете увидеть настоящих кариок. Вот они здесь. И мое сердце с ними. И с тобой, конечно же, Рио. Рио — это не только город карнавала, но на самом деле мы когда прилетели вечером, первое, что мы увидели, это пляж местный, главный. Он называется Копакабана. Это один из самых известных пляжей в мире. И что замечаешь, что в Рио делится на несколько категорий. Вот есть Рио береговой, он абсолютно другой, человый. По набережной люди гуляют с детьми, пьют местный напиток кайпиринью. И вот вся пляжная линия, она примерно такая живая. В Рио как нигде ощущаешь, что пляжи – это полноценная часть жизни и городской инфраструктуры, потому что сами местные жители прогуливаются по этим бесконечным набережным, по этому многокилометровому песку. Всего, кстати, в Рио насчитывается больше 80 пляжей, а береговая линия составляет порядка 74 километров. На пляжах кипит целая жизнь. Ну, про пляжи, наверное, много и не расскажешь. Красиво, вайбово, челово, морюшка есть где покупаться. Passion fruit? Маракужа. Маракуя. Маракужа. Это passion fruit, кстати. Я вчера узнал, что у них вот такой огромный он. A bebida tradicional, velho barreiro. Кайпиринья – это самый известный вообще национальный алкогольный напиток Бразилии. И мы решили его попробовать на пляже Копакабана, где как не здесь. Здесь куча просто лавок, где они вручную готовят. Вообще традиционно готовятся на основе кашасы, которую мы с вами пили в Сан-Паулу. Либо можно выбрать другую основу. Традиционная кайпиринья готовится с лаймом, со льдом и с кашасой. Но сегодня есть различные вариации. Вот сейчас мы пробуем с маракуйей, и местные ее очень хвалят, поэтому сейчас зацените. Эксперимента. Кашаса, одним словом. Пересмотрите выпуск из Сан-Паулу. Это кашаса, которую просто добавили маракую. Ну, она мягче. Куча сахара. Но в целом это вкусный освежающий коктейль для прогулки по пляжу. Да? Белезо? Boa. Сегодня Павел Емельянов будет готовить национальное бразильское напиточное блюдо. Надеюсь, там нету кишечной палки, но кашаса все... Oh, it's cold. Пробуем. Алкоголь там чувствуется, но сахара можно было поменьше, типа. Но в целом неплохой коктейль. Да, вот жару, типа, чтобы слегка так разбавиться немного. Вообще классно. Рекомендацион? Рекомендация. 1 minute 37 seconds later. Так, вот мы выкинули наши напиточки, но они долго без дела не лежали. Товарищ прихватил себе наживу. Ну и на здоровье, пусть радуется жизни. Ужас какой. The next day.
Но я правда не хочу уезжать. И вот лежу и думаю, может все-таки остаться. Тяжело будет вообще без Рио жить теперь. Я так выгляжу не потому, что я что-то употреблял, я просто плакал всю ночь. Нет, ну, клянусь, я не плакал, но мне очень хотелось. Я реально очень, я давно не был на такой грани срыва, вот зареветь просто. Ты такая тонкая натура, Паша. Да это просто пиздец. Рио творит какие-то вещи непонятные, он достает давно забытые чувства. Все, не снимай меня больше, я сейчас заплачу. Актер Павел Емельянов. And the Oscar goes to... Если честно, ребята, вот посмотрите на этот вид. Я реально приеду еще один. И мне кажется, вот в таком случае я уже отсюда точно никуда не уеду. Ну, я не знаю, как-нибудь заеду. И в целом, конечно, я поражен, насколько, гуляя без путеводителей, вы находите места, которые на карте даже особо никак не отмечены. Вот я только что смотрел карту и думал, куда бы мне сходить. Так вот, оказалось, что это библиотека, которая была построена еще при короле Педру II. Да, это был король португальского государства. В португальское государство входила как раз Бразилия, как колониальная страна, Португалия и еще одна небольшая территория. Честно говоря, не помню название. Я не историк, если что. Эта библиотека была построена и заложена вообще 43 политическими иммигрантами из Португалии и была призвана продвигать португальскую культуру в массы бразильского общества. В 1900 году эта библиотека уже стала публичной. И сегодня здесь до сих пор хранятся книги той эпохи в очень большом количестве. Вообще эта библиотека является, по версии журнала Times, 4-й из самых красивых библиотек мира. Архитектурный стиль вообще самого здания, да, это неомануэлистский стиль. Оказалось, что это национальный вариант Ренессанса. И он назван в честь тогдашнего императора Португалии, Мануэля. В период его правления Португалия достигла максимального расцвета и могущества. И, по сути, этот стиль в себя сочетает элементы готики, классицизма, такая мешанина из стилей, но выглядит очень эффектно. Есть ощущение, что мы находимся с вами в какой-то декорации к фильму про волшебников или друидов. Я не знаю, как описать, потому что вот это сочетание дерева, книжных переплетов, высоченного потолка разрывает воображение, честно говоря. Сам внешний фасад здания был спроектирован и произведен в Лиссабоне и привезен сюда на кораблях. Сауди, как говорят в Бразилии, что означает «за ваше здоровье». И действительно, время 3 часа дня, мы еще здоровье не поправляли. Ну так вот, мы поднялись на Санту-Терезу. Район достаточно старый и очень известный среди туристов своими извилистыми улочками, старинными особняками. Вообще история района Санта-Тереза начинается в 1750-х годах, когда вокруг монастыря одноименного начало образовываться комьюнити и начали застраивать виллами. Долгие годы этот район был таким кварталом для элиты, и позволить построить себе или купить виллу здесь могли совсем немногие, только высшие слои общества. Но оно и не удивительно, просто посмотрите на виды сзади меня, чтобы оценить, насколько это просто невероятный район. Про Санту-Терезу стоит сказать, что сегодня, конечно, это район уже не для богачей, прошли эти времена. Сегодня это скорее богемный район, здесь живут художники, артисты, здесь очень много различных музеев и так далее. Но вообще, какие впечатления могут быть от района Санта-Тереза? Максимально теплые. Я первый раз вот за эти 2 дня в Рио чувствую себя в безопасности. Я вижу рядом с собой большое количество туристов. Я вижу много классных заведений, в которые хочется заходить и хочется пробовать все. Наверное, в следующий раз, когда я буду в Рио, я точно бы
поселился в этом районе, потому что здесь достаточно много классных мини-отелей бутиковых, здесь достаточно большой выбор хостелов. Это атмосфера, в которой хочется жить, растечься и просто принять все, что вокруг тебя происходит. Все-таки я решил прокатиться на этом трамвае, и я так и не понял, платный он или бесплатный, но он ходит достаточно часто, и пока я стоял, уже прошло 3 трамвая, я вот сел на 4-й, он полностью забит туристами, и ощущения на самом деле максимально крутые, потому что ты едешь по холмистой местности вокруг этих великолепных вилл, и при этом ты понимаешь, что даже в 1900 году, больше чем 100 лет назад, этим трамваем пользовались местные жители. На какой-то станции пришел контролер и говорит: где ваш билет? А я даже и не знал, что нужен билет, я просто сел в трамвай по пути. И я ему объяснил это по-португальски, и он просто мне сказал: мой дорогой, дословно перевожу, не переживай, в следующий раз купишь билет. В Рио-де-Жанейро помимо «обригадо», что в португальском означает «спасибо», есть и свой сленг. Я вот хочу узнать, правильно ли я его произношу. It is «valeu» or «valeu»? Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu, it's for Rio. Rio region here, yes, valeu. Valeu. Beleza. Não, valeu. 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 Isso aí. Beleza. 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 And tu carioca. Carioca. Ah, okay. Мы с вами у подножья Сахарной головы. Ну, во-первых, это одна из главных достопримечательностей Рио, да, сюда едет каждый первый турист. Во-вторых, как говорят, это одна из лучших смотровых площадок, от которой открывается прекрасный вид непосредственно на гору Корковадо с Иисусом. Это место поистине можно считать одной из отправных точек в историю Рио-де-Жанейро, потому что именно здесь в конце 16 века появилось первое поселение прибывших португальцев. И отсюда начался Рио-де-Жанейро. Что важно знать? Во-первых, подъем на эту гору, очень дорогой. Когда вы находитесь в Рио, вы привыкли, что все дешево, а много еще и бесплатно. А тут ты приходишь и видишь, что подъем на Сахарную голову стоит $30. По-моему, это немножечко завышенная цена, потому что, например, до первого участка, а вся линия фуникулера состоит из 2 участков с промежуточной горой. Так вот, на эту промежуточную гору можно забраться пешком, там за 30 минут, что мы и собираемся сделать сейчас, и оттуда попробовать взять фуникулер на 10 евро примерно дешевле, на $10, насколько нам сказал сотрудник. Не знаю, насколько в этом будет смысл, сейчас проверим, но все равно факт того, что это $30, это too much. Я не понимаю, почему. Ну ладно, лучше понять, почему Сахарная голова так называется. Ну, во-первых, внешний вид этой горы повторяет внешний вид пирамидок, в которые спрессовывался раньше сахар для транспортировки. Второй теорией является то, что склоны горы были усеяны сахарным тростником, и это долгие годы было местом производства сахара. Что касается интересных фактов, высота горы почти 400 метров. Сегодня на ней практически нет растительности. Там наверху притча. Как бы этот подъем, сразу скажу, да, далеко не для каждого. Если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, или с ногами, или вы уставшие, или вы с будуна, лучше вообще не суйтесь сюда. Возьмите себе подъемник спокойно. Не самая сложная тропа, она достаточно удобная, но она достаточно крутая во всех смыслах этого слова. Мы нашли какой-то кокос, а мимо кокосов мы не проходим. Пробуем. Пахнет так вкусно, надеюсь, он ядовитый.
Пытаемся его разбить. Отойди подальше. Воу. Это ананас? Господи, мы зашли в тропики. Ты видел, я пошел туда, где змеи. Я взял этот кокос, который может быть отравлен. Ты очень смелый. Мне надо срочно вымыть руки. Мы еще не поднялись на саму Сахарную голову, но мы пешком поднялись на вершину вот этой промежуточной горы. И сейчас мы на высоте 220 метров. Просто, посмотрите на этот вид. Вот именно это тот вид Рио, который я ждал. То есть, мне кажется, я вот так себе Рио и представлял. Вот Иисус, пляжи, которые отсюда видно как на ладони, и бесконечная застройка, вокруг которой природа. И как будто бы это все здесь очень гармонично сочетается. Скажи, есть такое? Я не знаю, как будто бы это город в том виде, в котором действительно города должны быть построены. Когда это реальное соединение с природой, когда это все гармонично. Когда, как ты правильно сказал, вот эти фавелы, районы, они как будто бы стекают с этих гор. И этот Иисус, и мне кажется, если честно, это вот отсюда понимаешь, что вот это главный вообще католический символ мира. Это романтично, пипец как. Если вы хотите сделать предложение, например, своей партнерше, приезжайте сюда, это хороший спот. И пусть Бог вам будет свидетелем. Кстати, ты красиво придумал, классно. Самое приятное, что есть в подъеме на эту гору, то, что здесь есть пиво, Blue Moon. И это так радует, на самом деле, потому что так жарко было. А если бы мы сразу напрямую поехали на гору и не поднимались пешком, этого удовольствия вот от этого, понимаешь, не было. Я пью за Иисуса всегда. Но он хороший был чувак, если это правда. Хотя бы какая-то часть. Уважаю. Мы на промежуточной точке, куда поднялись бесплатно, кайфанули от местной флоры и фауны. И мы решили, посмотрев на виды, понаделав кучу видео невероятных, что никакого смысла-то подниматься за 30 евро на Сахарную голову и нет. Потому что, по сути, навряд ли оттуда откроется еще какой-то более восхитительный вид, если можно так сказать. Мы вам не рекомендуем подниматься на голову Сахарная голова за деньги. Поднимайтесь бесплатно на промежуточный уровень, и вы получите весь спектр эмоций. Здесь есть куча смотровых площадок. Отсюда открывается вид на прекрасную статую Христа. И отсюда можно не уходить до позднего вечера, до заката, потому что здесь есть куча кафешек, здесь бегают животные невероятные и необычные. И просто здесь очень много мест для созерцания этого прекрасного мира. На самом деле огромное количество эмоций переполняет за эти дни в Рио. От абсолютного отрицания в первые часы нахождения здесь до какого-то безграничного принятия и осознания того, как живут по-настоящему счастливые люди. У моря, среди гор и в объятиях Иисуса. Это все про Рио. Если вы хотите кардинально окунуться вот в какую-то другую культуру, почувствовать те эмоции, которые, может быть, вы давно забыли. Лично мой опыт, да. Я точно порекомендую вам приехать в Рио хотя бы на пару дней, чтобы окунуться по-настоящему в этот удивительный город контрастов, как бы это не звучало заклишированно. Бразилия, я люблю тебя. Хочу, что, вот понимаешь, вот этот вертолет сейчас улетел, а я на него смотрю как дурак романтично и думаю, что вот мой духовный рост, который остановился, на самом деле, несколько лет назад, когда я переехал в Дубай абсолютно. Вот он сейчас вместе с этим вертолетом поднимается вверх. И Рио зарядил меня на это. И Рио напомнил, что есть, настоящие ценности, обычные, человеческие. Хочется здесь остаться надольше. Правда. Не вру, нисколько не пытаюсь на камеру придумать. У меня искренняя улыбка и мурашки по коже. И это не потому, что меня покусали тараканы. Короче, с горы спускаться мы решили тоже пешком по тому же маршруту, бесплатно.
при выходе с горы ты заполняешь форму о том, что ты отдаешь себе отчет, что тебя могут съесть змеи, покусать пауки и вообще, ну, как бы придушить анаконда может тебя здесь. Ты подписываешь документы электронные, и только после этого тебя выпускают, потому что уже стемнело, но можно заметить, на самом деле, что животные активизировались. Или просто это 2 банки пива так действуют, я не знаю. Но в целом на нас сейчас просто спрыгнула сверху практически на голову семья куропаток. Было страшно. Хоррор-фильм какой-то. Мы тут одни, потому что нормальные люди заплатили 50 реалов, чтобы спуститься на подъемнике. Но дело не в деньгах. Дело в приключениях.